Опытный заволонтер Алексей из Волгограда прогуливался по городу, когда заметил очень грустного черного щенка. Малыш топтался около продающих овощи старушек-огородниц, он нюхал помидоры и норовил утащить хотя бы один из них, но дачницы были непреклонны. Алексей, несмотря на то, что в его квартире на Передержке уже жили несколько щенков, не смог пройти мимо. Он усадил своего нового пушистого знакомого в машину и повез его к себе домой. Охотник за помидорами получил кличку Доги. Щенок, несмотря на очевидно еще юный возраст, оказался очень крупным, так что в квартире с его появлением места стало заметно меньше. К удивлению Алексея, Доги знал, что такое кухня и ванная, игрушки и поводок. А когда песик увидел ребенка на своей территории, то тут же начал бояться и закрывать лапой глаза. Алексей сделал вывод, что Доги ранее был квартирным, но, видимо, дети настолько замучили его, что он начал бояться их. Наверняка именно из-за этого щенок и оказался выброшен на улицу. Вскоре для Доги удалось найти передержку, где было больше места и возможности разгуляться для этого активного и крупного мальчика. Для Доги начали искать хозяев, но сделать это было не так-то просто. Во-первых, щенок был крупным, а значит, не подходил для жизни в маленьких квартирах. Во-вторых, он категорически не переносил и боялся детей. И в-третьих, малыш обожал громко и язычно лаять по поводу и без. Не самый лучший набор качеств для желающего стать домашним песика. На удивление, это все не остановило его будущих хозяев. Доги обрел свой дом и сразу подружился с принявшей его семьей, которая спокойно отнеслась к имеющимся у него собачьим особенностям. Доги счастливо живет со своей хозяйкой, которая не жалеет для него самых спелых помидоров. А спасти песика и найти ему добрые руки удалось только благодаря доброте волонтера Алексея. Давайте чаще вдохновляться примерами таких людей. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.